Вам 30-35 лет, и вы уже ощущаете первые изменения в организме, но еще имеете запас, чтобы вовремя принять меры, либо забить и не обращать внимания на сигнал организма. Возможно, вы сейчас активно строите карьеру и забываете о полноценном отдыхе и правильном питании. Но именно в этом возрасте мы закладываем фундамент на ближайшие 10-20 лет. Как же уберечься от болезней и усталости? Сегодня мы поговорим о 10 ключевых советах для 30-летних, для того, чтобы сохранить свое здоровье и не иметь неприятных проблем к 40 годам. Меня зовут Джимбад Анзанов, я врач тибетской медицины. В этом ролике я расскажу о простых, но эффективных шагах, которые позволят вам встретить 40-летие крепким здоровьем и ясным умом. Начнем с физиологии. 30 лет – это пик, физиологический пик развития нашего организма. 30 лет может иметь максимальную мышечную массу, максимальную плотность костной ткани и максимальные показатели потребления кислорода. Об этом у меня был ролик, вы можете этот ролик посмотреть. Почему это так важно? После 30 лет считается, что идет физиологический регресс. Например, врачи-ортопеды, которые занимаются опорно-двигательным аппаратом, скажут, что с 30 лет начинается разрушаться наши суставы. Это начало деформирующего артроза. Во-вторых, с 30 лет начинается саркопения, снижение мышечной массы и плотности костной ткани. И каждые 10 лет на 5-10% проседает. Для улучшения максимального потребления кислорода вам нужно заниматься кардионагрузками. Это может быть игровые виды спорта, это может быть танцы, это могут быть беговые виды спорта или аэробные виды спорта. Для улучшения и набора мышечной массы вам, конечно, нужно 2 раза в неделю, можно и 1 раз минимум, заниматься тяжелой атлетикой. Но если вы не можете уделять время на спорт, но вы хотели бы что-то изменить в себе, вы можете посмотреть 5 тибетских жемчужин, с этого начать. И вторая проблема, с которой мы можем столкнуться в 30 лет, и сталкиваемся, скорее всего, это замедление метаболизма. Скорее всего, тем, кому 33-34, вы уже заметили, что раньше, когда вы ели по вечерам, ничего с вашим телом не происходило. А сейчас, когда вы нарушаете диету, у вас начинает откладываться жир в области живота. Это и есть показатели замедления метаболизма. Замедление метаболизма грозит тем, что если вы не соблюдаете правильное питание, правильный образ жизни, у вас нет двигательной активности, а будет накапливаться внутренний жир. Этот процесс происходит постепенно, годами, и к 40 годам у вас будет внутреннее ожирение. То есть капельки жира будут откладываться между клеток ваших органов. Страдает печень, поджелудочная железа, петли кишечника и начинает расти живот. А это, в свою очередь, является благодатной почвой для развития всех хронических заболеваний. Может пойти по типу сосудистому, например, это будет повышение артериального давления, образование атеросклеротических бляшек и так далее. Или по метаболическому типу, да, это инсулинорезистентность, сахарный диабет 2 типа и далее с последующими результатами от сахарного диабета. Так как это физиологический процесс, вы должны в первую очередь изменить свое питание. То, как вы питались до 30 лет, уже не подходит. Поэтому вы должны сократить прием вредных продуктов питания. Это сладости, жирные, жареные, острые и еда на ночь. Также начинать нужно следовать режиму питания. Завтракать, например, с 7 до 9, обед с 12 до 2, ужин с 5 до 7. Если у вас нет времени, в этом возрасте у многих нет времени, можете перейти на двухразовое питание. Завтрак до 12, а ужин до 6, ужин с обедом вместе. Очень важный момент касаемо питания – это, конечно, соблюдение энергетического баланса. То есть вы должны съедать столько же, сколько вы тратите. Тогда у вас вес не будет меняться, вы будете сохранять свой вес. Но если вы будете есть чуть меньше килокалорий, чем вы тратите, тогда вы будете постепенно худеть. Если вы хотите более подробно узнать о правильном питании, о продуктах питания, тогда вы можете посмотреть у меня на канале мои ролики про завтраки, обед и ужин. В них я рассказываю подробно, почему это делать вредно и почему так нужно делать. Третья проблема, с которой мы сталкиваемся в 30 лет, это начало изменения гормонального фона. Это может проявляться у мужчин снижением тестостерона, у женщин изменением женских гормонов, что может повлиять на нашу половую функцию, на влечение, менструальный цикл у женщин. Все это имеет свои последствия. Если вы не хотите ощутить на себе последствия изменения гормонального фона, вам обязательно нужно изменить свой образ жизни, особенно добавить двигательную активность. Двигательная активность активизирует работу эндокринной системы. Еще один очень важный момент, связанный именно с гормональным фоном, это сон. Ночные игры компьютерные, ночные разговоры телефонные нужно заканчивать, потому что если вы будете пренебрегать сном, ваша эндокринная система будет очень медленно работать.
а это повлияет на весь гормональный фон. Скорее всего, вы сами уже заметили, как стукнуло 30, все эти ночная работа, ночные отвлечения не проходят бесследно. Вы уже не можете работать или развлекаться до 5 утра и в 7 утра встать и идти на работу, как будто ничего не было. Если вы действительно хотите наладить свой сон, то вам нужно просыпаться в одно и то же время и жить какое-то время в этом режиме. Например, просыпаться в 7 утра каждый день, независимо этот день выходной или рабочий. Даже в воскресенье нужно просыпаться в 7 утра. И проживите в таком режиме 2-3 месяца. Тогда у вас настроятся правильно внутренние часы, и сон у вас станет правильным. Даже если вы засыпаете в 5 утра, вы должны встать в 7 утра. Четвертый. Стресс и его влияние. Скорее всего, вы скажете, как без стресса в 30 лет? Надо строить карьеру. Тут начальник звонит, постоянно что-то говорит. Тут все что-то хотят. Только что, может, ребенок родился, бессонные ночи и так далее. Но если вы не будете обращать на это внимание, в 40 лет вы можете столкнуться с неприятными последствиями. Гипертонические болезни, напряжение в шейной области, которые вызывают головные боли, а пресловутые проблемы в зависимости от погоды. Для того, чтобы не жить в постоянном стрессе, вам нужно обращать внимание на свое ментальное здоровье. Для этого есть, конечно, много способов. Это заведение какой-нибудь хобби, медитации, прогулок, хорошей организации своего отдыха, досуга. Но практический совет – это научиться медитировать. Это совет от меня, как человека, который давно медитирует, и я могу с уверенностью сказать, что медитации дают свои плоды. Если вы не будете обращать внимание на уровень стресса, даже к 40 годам достигнув всех своих целей, вы не получите наслаждения, так как вы будете ощущать выгорание, внутреннюю апатию. И нужно помнить, что смысл нашей жизни все-таки в обретении счастья. И главным столбом обретения счастья является здоровье. Пятая проблема – это правильное питание и забота о здоровье желудочно-кишечного тракта. Здесь мы будем говорить о продуктах питания. Вот в 30 лет нам уже нужно обращать внимание на то, что мы едим. Приходя в продуктовый магазин, уже нужно читать, что содержится в тех или иных продуктах, вредны ли эти продукты. Потому что если мы не будем этого делать, а питаться так же, как мы питались 20 лет, 18 лет, то здоровье нашего желудочно-кишечного тракта будет подпорчено. Исходя из своей практики, я могу сказать, что многие к 30 годам уже имеют хронические гастриты. У многих людей есть наличие хеликобактер, которые нужно лечить обязательно. Многие люди имеют проблемы с изжогой или с застоем желчи. И все эти проблемы возникают не потому, что нам исполнилось 30 лет, а потому что мы не меняем вовремя свой образ жизни и питания. Мы не живем согласно своему возрасту, физиологическим изменениям, которые происходят в нашем организме. Когда нам 18, мы не понимаем, что нам будет 30 лет. Но когда нам 30, мы уже осознаем, что нам будет 40. Мы уже должны понимать причинно-следственные связи. И еще один момент, почему нам обязательно нужно заботиться о здоровье желудочно-кишечного тракта. Потому что если возникают проблемы в желудочно-кишечном тракте, плохо усваиваются витамины, минералы, микроэлементы, которые необходимы для нашего здоровья, для нашего организма. И впоследствии мы пытаемся все это добрать биологически активными добавками, приемами всяких синтетических витаминов, которые, кстати, очень спорные. Шестая проблема, с которой мы начинаем сталкиваться, начиная с 30 лет. Объем мышечной массы. Как я уже ранее говорил о том, что в 30 лет у нас наступает физиологический пик нашего организма, то есть мы в 30 лет можем иметь максимальный объем мышечной массы, который мог бы иметь наш организм. Уже в 40 лет, сколько бы мы ни занимались, мы не можем иметь ту мышечную массу, которую мы могли бы иметь в 30 лет. Вот это очень важный момент. Если бы мне сейчас было бы 25, и я этот момент знал бы, я обязательно развивал бы мышечную массу. Если вы думали о занятии спортом, уже откладывать времени нет. Начинайте заниматься силовыми нагрузками дома или в спортзале, неважно где, йогой, пилатесом, плаванием, бегом и так далее. Все, 30 лет – это возраст тогда, когда не просто рекомендовано, а нужно заниматься физической активностью и спортом. Седьмая проблема – это осанка и суставы. Рентгенологи говорят, что на рентгеновских снимках у 25-30-летних людей уже видны первые дегенеративные дистрофические изменения в суставах. В этом есть доля шутки и доля правды, так как все наши суставы постоянно мы используем, постоянно они находятся в движении, они, конечно, изнашиваются. Но если мы не будем заниматься упражнениями, укреплять мышцы, которые разгружают наши суставы,
то наши суставы будут разрушаться быстрее. Бегуны, марафонцы, они бегают по 42 километра. У них нет лишнего веса, и у них суставы у всех здоровые. Но человек, который не занимается спортом, имеющий лишний вес, но этого же возраста, он начинает бегать, у него начинает болеть суставы. Почему? Не потому, что у этого человека суставы слабее или хуже, или больные, а потому, что он бегает на суставах. А бегун бегает на своих связках и мышцах. А еще состояние осанки и суставов напрямую связано с понятием старения. Из моего врачебного опыта многим женщинам, так посмотрев на них, невозможно дать их возраст. Современная косметология, хирургия – все это очень хорошо исправляет внешние признаки старения. А вот посмотрев, как они двигаются, я сразу могу дать им правильный их возраст назвать. Если вы не хотите потерять бодрость и подвижность в 40, 50, 60 и даже в 70, то уже сейчас занимайтесь осанкой и здоровьем суставов. 8 вопрос. Это забота о здоровье сердечно-сосудистой системы. Все мы должны понимать и знать тот факт, что первое место по смертности в мире занимает сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому здоровье сердечно-сосудистой системы выходит на первый план. Все атеросклеротические бляшки в сосудах начинаются образовываться примерно в 30 лет. И многие люди к 40 годам, 45 годам имеют уже большие бляшки, уже имеют проблемы сужения просвета сосудов, гипертоническую болезнь какой-то степени, первой, второй, а то и третьей степени, внутреннее ожирение, инсулинорезистентность, а то и сахарный диабет второго типа. Если мы не будем обращать на это внимание в 30 лет, то до 50 лет мы можем и не дожить. Особенно, если у вас есть генетическая предрасположенность. Например, наследственная гиперхолестеринемия, который, кстати, именно в 30 лет выявляется в большинстве случаев. Если вам 30 и вы никогда не делали чекапы, то сейчас самое время сделать первый в жизни чекап. Питание, образ жизни, сон, физическая активность и эмоциональный баланс. Кстати, об этом, обо всем вы можете узнать в моем онлайн-курсе «Практика здоровья», ссылка который я оставлю в описании. И там я рассказываю, как правильно питаться в зависимости от доши, как организовать правильный сон. Если у вас есть нарушение сна, как бороться с этими нарушениями, как достичь эмоционального баланса и как начать двигательную активность, если у вас этого нет. Если вам 30 лет и вы никогда не думали о здоровье, то этот курс вам будет очень полезным. И это будет началом практики вашего здоровья. Вы должны всегда помнить о том, что нет такого средства, которое избавит от всех болезней. Есть практика здоровья, которая нам поможет сохранить наше здоровье на долгие годы. 9 проблема, очень важная, и она лежит на поверхности. Это разные зависимости и вредные привычки. Все мы были молоды, все понимают. У всех была студенческая жизнь. Но это не говорит, что мы должны к этому привыкнуть и этот образ жизни вести всегда. И 30 лет, мне кажется, это тот возраст, когда уже нужно от всего этого постепенно отказываться. И для себя понять, что должна быть мера. От курения нужно избавляться. Нужно осознавать, что курение очень вредно для наших сосудов и разрушает наши сосуды. Это факт. Курение не делает вас крутым. Сделает вас крутым достижение ваших целей. А без здоровья целей своих не достичь. 10 вопрос. Понимание личной ответственности за свое счастье, здоровье и жизнь. Что бы ни произошло, мы должны понимать и принимать тот факт, что отчасти мы и сами являемся причиной этих событий. Такое видение причинно-следственной связи и мотивацию для собственного изменения. Все те пункты, которые я говорил ранее, на самом деле это и будет показывать в течение жизни, насколько вы умеете брать ответственность, личную ответственность за свое здоровье. И помните о том, что медицина не делает нас здоровыми, медицина лечит болезни. Подписывайтесь на канал, если хотите больше таких советов, и делитесь своим опытом поддержания своего здоровья в комментариях. И мне очень интересно, насколько много около 30-летних зрителей меня смотрят. Напишите в комментариях, что вы есть, о чем вам интересно было бы узнать. И приветствуется конструктивная критика. Будьте здоровы!